Я сейчас увидела, что это реально Нуд-Бич. Взяла пиво и убежала. Так что мне страшно туда идти одной. Ну что ж, идем. Это, конечно, является редкостью для людей, которые живут на Пхукете, но однажды я гуляла. Гуляла недалеко от Равай-Бич, и тогда мне довелось познакомиться с иностранцем. Это был канадец, который живет на Пхукете уже 10 лет. На тот момент я знала только несколько слов на английском, так что объяснять, что же я ищу, было крайне сложно. Но сегодня мы отправляемся именно на тот пляж, который когда-то мне показал мой первый знакомый на Пхукете. Мне будет приятно, если вы с интересом досмотрите видеообзор пляжа на Пхукет до конца. Но доставлю самостоятельный вред своему каналу и сразу скажу о том, где на Пхукете самый нудистский пляж. Поскольку я не уверена, что Google уже добавил мою метку на карте, в описании к видео я добавила координаты. Дорога на этот красивый пляж почти не имеет препятствий, но за последним поворотом вас ждет резкий спуск, который придется преодолеть на тормозах. Осталось совсем немного, и после того, как мы прочно припарковали байк, мы начали спуск пешком по дорожке, на которую, судя по всему, выливали строительный мусор. Но это никак не мешает спуску, а наоборот делает проход более комфортным. В феврале на этом пляже я уже в 3-й раз, но надписи на заборе я увидела только сейчас. Надписи вводят нас в заблуждение, поскольку непонятно, это гей-пляж или он для нудистов. Но на то это и надписи на заборе. Так что мы отправляемся дальше. Есть пара, которая голышом. Я, конечно, впервые на пляже, где голенькие люди, но здесь есть также и люди в шортах, купальниках. Поэтому добро пожаловать. Вы можете делать то, что хотите. Хотите, оденьтесь, хотите, разденьтесь. Признаюсь, для меня было удивлением, что на Пхукете найдется подобное сообщество, ведь в Таиланде много запретов, а тут люди голые. И важно, в любом случае, это очень интересно. Я пошла сейчас раздеваться для того, чтобы искупаться. Просто начала развязывать свой купальник, я не знаю, что это такое. Однажды мы приехали на этот самый пляж, когда заход в воду начинался с коралл, и воды было очень мало. В этот раз, отправляясь на пляж для отдыха, я подглядела на свой браслет, на котором есть показатели прилива и отлива. Мы отправились в пик прилива, что мне очень понравилось и вам советую. Воды было много, и можно было искупаться. Кораллы тут есть, но снорклинг не самый интересный, поскольку рыбы немного и вода не самая прозрачная. Тут видно, что на обратном пути около 5 вечера уже воды меньше и искупаться просто невозможно. Также видно, что этот нудистский пляж находится на стороне, где мы не сможем наблюдать красивый закат. Возможно, от этого тут так мало туристов, но нам остается только догадываться. Надеюсь, мое стремление изучить неизведанное будет полезным для вас. Спасибо за лайки и подписку.
Подытожив, хочу сказать, что пляж красивый. В 2022 году мне определенно тут нравится. Вода чистая, пальмы есть, белый песок, и что не может не радовать. Мало туристов.